Друзья, всем привет! На прошлой неделе я вам показал моего чекинг-бота. Это скрипт, который контролирует все остальные мои скрипты и присылает мне постоянные отчеты об их работе. Вчера немного подпаяла бота по сентименту, но сегодня перезагрузил, уже все нормально работает. Едем дальше. На этой неделе просто хотел поговорить о рынке в целом, о ситуации, о том, как всех отшлепали. Как я вам уже говорил в предыдущих видео, я засел на хаях, сижу в просадке по отчетам интеллекта, который обещал 150-200 и цену по биткоину. Моя средняя точка входа по 115. На данный момент просадка больше 30%. И, судя по всему, рынок пойдет еще чуть ниже, чтобы собрать ликвидность. И расскажу, что же я со всем этим собираюсь делать. Друзья, немного визуализации. Моя точка входа средняя 115. Думаю, она не у одного меня, данная точка входа. Много кто засел на хаях, много кого ликвидировало вот этим вот сквизом, вот этим вот нашампурило вот этим шампуром 10 числа. Кого не ликвидировало, кто был без плеча, поздравляю, но мы в просадке. Речь идет о споте, конечно же. Итак, по дневному графику у нас уже все отработаны, мы уже давно находимся ниже всех спагетти. Переходим на недельный таймфрейм и видим, что у нас было касание. Это касание мой скрипт мне просигнализировал. Это у нас 110 эма на недельном таймфрейме. Мы ее прокололи. Есть небольшой отскок от нее. Даже вот если следовать стратегии, которую я предлагаю на рассмотрение, уже дали больше 7% от данного прокола. Даже если просто войти по цене данной эма, поставить ордер отложенный по 83 300. Даже по отложенному ордеру 5% рынок все равно дал от данной эма. То есть моя стратегия работает. Кто не засажен, кто заходил от данной точки, мог зафиксировать 5% прибыль. Но мы идем дальше. Итак, каков план? Как говорит интеллект, да, собственно, и я тоже так думаю, что еще если дадут рост, его должны дать, потому что очень мощный уровень. Мы находимся на мощных уровнях. Вроде бы начинают улучшаться экономические показатели по США. Потихоньку подтягиваются данные после шатдауна. Для большого капитала мы находимся в зоне накопления. От текущей цены и до цены 80 и даже ниже, я бы сказал, до цены 75. Это зона накопления. При пробое данной поддержки следующий рубеж, это, я думаю, где-то будет вот здесь, по 65. Это тоже мощная зона. Следующая. Значит, каков план? Поскольку мы в зоне накопления, хочется в это верить, по крайней мере. Вкратце, друзья, если не повезло вот здесь, да, от этого уровня поддержки, как бы отскок было, отскоков было даже несколько, но кто вовремя не закрылся и ушел в просадку, думаю, нужно рискнуть в данном диапазоне, в данной зоне поддержек мощных, пойти не в ва-банк, но может быть в какой-нибудь полува-банк, полупокер, скажем так. Что я подразумеваю под словами полува-банк? Покажу на своем примере. Итак, я засажен по цене 115, скажем, на $800 на споте. Это очень важно, потому что речь будет идти о споте и о фьючерсах. На данный момент от точки входа моей средней просадка, она сейчас меньше, чем 40%, но я посчитал до 80 тысяч цены. Почему я рассматриваю цену 80 тысяч? Потому что именно от нее я планирую дополнительный вход сделать. И это будет у нас приблизительно 40% от моей точки входа средней. Итак, после данной просадки на 80 тысячах от моих 800 останутся $480. Что я планирую сделать? От моих $480 на споте я планирую взять 100, вывести их из биткоина, перевести в Stable USDT и перевести на фьючерсный кошелек. 380 я оставлю на споте, потому что ожидаю все-таки отскока до 120 хотя бы. С этими $100 что я планирую сделать? Сейчас пойдет речь, друзья, о бирже Binance. Почему я это уточняю? Потому что Binance и Bybit, они немного по-разному интерпретируют работу с плечом. Но в конечном итоге суть одна и та же. Значит, от $100 я возьму $20 и по цене 80 планирую войти с 20 плечом в сделку. С 20 плечом это у нас получится объем позиции $400. Из этих 100 80 останутся как депозит, обеспечивающий данную сделку. Таким образом, этих $80 мне хватит на возможную просадку, если пробьет и этот мощный уровень цена и пойдет еще ниже, мне и хватит дотянуть приблизительно до 63 тысяч. От отметки 80 тысяч до отметки 63 тысячи это будет больше 20% чистого движения по активу. Там дальше уже будет ликвидация, но надеюсь, так глубоко коррекция не уйдет, потому что у нас есть следующая эмма по цене 66 и до нее меньше 20% движения. Надеюсь, будет отскоки от нее. Дойдя до эмма 200 на недельном графике, который я только что показал, по цене 66 тысяч, от моего депозита на споте останется приблизительно $300. И я смогу еще раз провернуть то же самое. Я смогу еще $100 взять, перевести на фьючерсный кошелек и произвести все то же самое. Таким образом, я увеличу объем позиций еще на $400, то есть это еще больший риск, но у меня появится зазор еще пересидеть и дождаться наконец-то отскока. Таким образом, я не рискую на весь депозит, который на споте, можно было бы его перевести весь на фьючерсы и увеличить риск, но всегда есть возможность просадки еще глубже, еще большей коррекции, потому что все зависит от экономики, от действия и движения крупного капитала. Как вы сами видите, железных уровней нет. Все пробивают, собирают ликвидность. Ну, если смотреть глобально, то самую жирную ликвидность уже собрали. Вот где-то здесь
как это было здесь. Где-то здесь должно рисоваться дно в теории. Даже исходя из индекса страха и жадности, мы в зоне жесткого страха, где ритейл капитулирует и крупный капитал начинает накапливать позиции, начинает скупать. Сам же интеллект уже присылает в отчетах новости о том, что экономика США начинает потихоньку восстанавливаться и вроде бы дадут ликвидность либо в начале 26-го, либо даже урежут ставки в декабре, и возможно реакция будет даже в декабре. Как обычно это бывает, реакция на новостях, а потом по факту уже урезания ставок будет снова жесткая коррекция, то есть нужно будет держать уши востро. Подытожу, ожидаю цену 80, возможно ее не дадут прямо срочно, могут еще нарисовать движение вверх и сделать откат до данного уровня. Для входа ожидаю цену 80, следующая зона это 66, зона поддержки. В общем, это идеальный диапазон для набора позиций. Кто не в позиции, это отличный шанс. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, оставайтесь со мной. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.